Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Итак, как я вам и обещала, сегодня у нас дизайн на сложных ручках. В прошлый раз мы разбирали на этих ручках основы сложной коррекции и методы борьбы с отслоениями материала. Если кто-то не видел, обязательно загляните в описание, я там добавлю ссылочку на предыдущий урок. А сегодня же у нас дизайн, как обычно, покрываем наши ноготочки выбранными цветами. В данном случае у нас вот такой вот нежно-сиренево-пыльный цвет. И к нему в пару вот такой вот камуфляжный оттенок. Но я клиентке рекомендовала в данном случае вместо нежного пыльного сиреневого взять какой-нибудь цвет потемнее. Тогда был бы больше контраст в этом дизайне, дизайн смотрелся бы поярче и интереснее. Сюда замечательнейшим образом легли бы такие оттенки, как темный фиолет, или какой-нибудь темно-зеленый, или что-нибудь типа спелой вишни, то есть какой-нибудь глубокий, насыщенный оттенок. Но, тем не менее, клиентка выбрала именно эти цвета, поэтому в этих цветах и работаем. В создании дизайна используем эти же самые оттенки. На наших камуфляжных ноготочках вот таким вот дымным сиреневым рисуем полосочки. Получается у нас вот такой вот полосатый ноготок. Стараемся полосочки нарисовать одного размера, то есть одной ширины и с одинаковыми расстояниями между полосочками. Вторую часть ноготочка заполняем цветочными мотивами. У каждого мастера есть клиент, который в любое время года, хоть зимой, хоть летом, весной, осенью, неважно когда, все равно любит делать цветочки. Поэтому не отказываем нашим клиентам, потому что цветочков мы умеем рисовать просто 2 миллиона. В данном случае в качестве цветочного мотива я выбрала вот такие вот простые совершенно пятилистники в технике китайской росписи. У меня на кисточку с одной стороны набрана паста белого цвета, а на другую сторону вот такой вот камуфляжный гель-лак, для того, чтобы цветочки у меня получились полупрозрачные. То есть у меня камуфляж с камуфляжиком сливается и видно только белые краюшки лепестков. Вот этот потрясающий материал для работы в китайской технике можно приобрести у меня в магазине, ссылочку я на него оставлю в описании. Это гелевые пасты. В серединку цветочков добавляем немножечко темного оттенка для того, чтобы создать контраст, создать глубину нашего дизайна. Ну и переходим непосредственно к прорисовочке. Смотрите, девочки, вот эти два оттенка настолько близкие друг к другу, что они практически сливаются. Поэтому
При помощи прорисовочки нам необходимо их друг от друга отделить. В качестве разделительного цвета я выбрала черный для того, чтобы опять же добавить каких-то темных акцентов и создать контраст. Но можно было точно так же выбрать и белый цвет, тогда этот дизайн получился бы еще нежнее. Но мне кажется, что осенью все-таки хочется более ярких каких-то дизайнов, а весной хочется более нежных. Поэтому если и добавлять белый цвет, то в весенний период, а на осень все-таки хочется чего-то поярче. Очень внимательно выполняем прорисовочку. Стараемся, чтобы наши линии были четко доведены друг в друга. Иначе у нас создается неряшливый вид нашего дизайна. Поэтому вот здесь вот внимательно лучше вернуться еще разочек и довести линию, чем бросить ее где-то в середине ноготочка. Перекрываем наши ноготочки финишем. В данном случае мы перекрываем матовым топом. И в дальнейшем одну из частей ноготка мы сделаем глянцевую. Мы с клиенткой долго решали, глянцевым у нас будет цветочек или глянцевым у нас будут полосочки. В принципе, при любом варианте получается довольно симпатично, но мы выбрали матовые полосочки и глянцевые цветы. Поэтому после того, как мы просушили матовый топ, половинку с цветами прокрываем глянцевым финишем. Здесь у меня получилось, что я забыла вытереть кисточку, и финиш немножечко покрасился черной краской, которая осталась в кисти. Я вытерла его еще разочек и, вытерев кисть, нанесла уже аккуратненько финиш. Ну и конечным итогом добавляем немножечко белых точечек в серединку наших цветов и кое-где бликуем лепесточки, для того, чтобы сделать их более яркими. Ну и в конце концов клиентка не захотела уходить от меня без стразиков, поэтому добавляем еще и их.
Вот такой вот простой и быстрый дизайн ногтей сегодня у нас получился. Надеюсь, с ним справится любой мастер, который посмотрит это видео. Ну а я на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока-пока!